Может, вот так будешь снимать меня? Нормально слышно? Добрый день, друзья! Сегодня поставка орхидей в Леруа Мерлен, город Ростов-на-Дону, улица Доваторов. И вы меня часто спрашиваете, как же выбрать орхидею, чтобы она была здорова и потом долго радовала нас своим цветением. Вот на примере нескольких орхидей, и я еще отставила вот небольшие орхидейки, сейчас я вам покажу, на что нужно обратить внимание. Поставка. Если приложить руку к горшочкам, они кажутся, не кажутся, а они точно мокрые, холодные. Казалось бы, у нас очень тепло в городе, но в машине, в которой едут орхидеи, всего 18-19 градусов, а корни влажные. И очень обидно, когда нам привозят венецианский карнавал, а бутоны за то время, пока они ехали в холодной машине, орхидея сушит. И вот этот листик, он тоже пожелтел, когда орхидея была в пути. Корни влажные. Но если вы принесете домой, и у вас дома комфортная температура 22-25 градусов, то эти корни очень быстро просохнут. Сегодня я заметила, что венецианский карнавал посажен в кору с керамзитом, с добавлением керамзита. Если это только влажные корни, то ничего страшного. Мы обязательно смотрим на шею орхидеи. И сейчас я вам постараюсь показать другой цветок, который мне не очень понравился. Это на листе транспортировочные повреждения, видимо, когда помещали в горшок листья, сломали лист. Вот эти корни, это не фузариоз. Посмотрите, какой цвет самой орхидеи. А вот это пятно и вот эта часть, это уже гнили. И вот такую орхидею нежелательно брать. Сейчас я вам попытаюсь показать. Вот там шея внутри. Миш, видно? Внутри шея черная. И вот когда такая черная шея орхидеи, брать эту орхидею опасно. Вот с этой стороны я тоже вижу. Но здесь мешает показать бирка. Вот видите, и там тоже чернота на шее. Опасно брать такую орхидею. Она может очень быстро погибнуть. Еще одна орхидея. Внешне все неплохо. И корни есть. Но тоже очень влажные. Но они подсохнут. И от покупки этой орхидеи вы, наверное, получите удовольствие, потому что она будет очень быстро расти. И цветы очень крупные. Точка роста. В точку роста просто попал мусор. Так что ничего в этом страшного нет. А так, зеленый стволик. Есть маленькое сухое пятнышко, но оно ничего не значит. А корни от шеи толстые. Вот они и продолжат свой рост и будут питать орхидею. Хорошая орхидея.
А вот смотрите, вот такую орхидею нельзя покупать ни в коем случае. Не нужно. И даже не из-за того, что в горшке есть водоросли. Посмотрите внимательно. На листья попал или торф, или мох. И он был влажный. И из-за влажности на листьях образовалась плесень. И под этим последним листиком. И здесь почти в точке роста. Так что с такой орхидеей проблем будет много. Да и корни у нее почти все гнилые. И плесень есть в горшке. Можно лечить ее очень долго и не справиться. Новичку точно нельзя брать такую орхидею. Конечно, самый идеальный вариант – это орхидеи с сухими корнями. И Surf-Song как раз именно такая орхидея. Сухие корни в горшке, сухой грунт, чистый. Вот посмотрите, если орхидея едет с сухими корнями в машине, даже в холодной, никакой плесени, нигде. Ну, чуть-чуть вот здесь на держателях цветоносах. Но это не страшно. Посмотрите, идеальная орхидея для покупки. Шея чистая. Вот здесь видно все. Листики чистые, зеленые. Все цветы распустились. И даже бутончик еще есть один. Конечно, всегда желательно приобрести здоровую орхидею. Выбирайте, всегда внимательно осматривайте орхидею при покупке. Я надеюсь, что с моей помощью вы купите для себя очень удачную орхидею. По крайней мере, будете знать нюансы, на которые нужно обратить внимание. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!